Здравствуйте. Сегодня мы обсудим тему, которая актуальна для многих участников индустрии морского транспорта. Это тема ареста судов по морским требованиям. Как я уже сказал, она актуальна как и для судовладельцев, которые сталкиваются с арестом, так и для их контрагентов, лиц, которые обслуживают, снабжают и, собственно, используют морские суда. Пожалуй, арест судна – это одна из тех эффективных мер, которая действительно защищает интересы кредитора по морскому требованию. Да, совершенно верно, потому что арест не привязан к юрисдикции регистрации должника. Это значит, что мы можем обратиться за арестом в то место, где фактически находится судно, то есть в юрисдикцию местонахождения имущества. Это очень удобно. Плюс арест дает возможность обеспечить требования истца за счет реального имущества, то есть судна, и никак не привязывает нас к реальной платежеспособности того же самого должника. Кстати, откликаясь на наши рассылки, многие подписчики говорят о том, что в России арестовать судно намного сложнее, чем в Европе или даже в Прибалтике. В России судно арестовывается на основании международных конвенций, в данном случае это Конвенция об арестах 1952 года, а также на основании Кодекса торгового мореплавания и Арбитражного процессуального кодекса. В совокупности данные нормативные акты, безусловно, создают большую ответственность, больший объем для работы и, к сожалению, немножко противоречат друг другу. По конвенции, по статье 3, можно арестовать любое судно до тех пор, пока в его отношении имеется морское требование. И неважно, кто собственник этого судна и где оно находится. Однако по Кодексу торгового мореплавания, который предоставляет судовладельцам дополнительную защиту, можно арестовать судно только если собственник судна на момент ареста и является тем самым должником по морскому требованию. В данном случае собственником судна является то лицо, за которым зарегистрирован титул, то есть фактически проведена регистрация права собственности. В противовес этому есть судовладелец. Это лицо, которое просто эксплуатирует судно на любом законном основании, без относительно какой-либо регистрации. И вот часто должники по морским требованиям – это именно судовладельцы, а не собственники судов. И возникает конфликт, как можно обеспечивать имуществом собственника требования к судовладельцу. Но суды очень часто игнорируют вот эти вот различия, и практика, которая складывается по арестам даже в нашем северо-западном округе, она достаточно такая неоднородная, и она разнится. Например, есть дело, где судно было арестовано без относительно того, что являлось собственностью уже давно третьего лица, просто по факту наличия в его отношении морского требования. А есть дело, где суды отказали в наложении ареста именно потому, что судно было продано третьему лицу, и нельзя обеспечивать требования чужим имуществом. На практике часто требования снабжающих компаний образовываются из поставок в 5-10 тысяч евро, может быть, чуть больше. Приведу простой пример. Судовладельцу поставили лак красочных материалов на 4000 евро, и он не заплатил. Арестовывать ли судно? Это, конечно, зависит от того, на чьей стороне мы выступаем, но в общем и целом подход в России и в Англии, например, он, конечно, здесь немножко разнится. В Англии арестовать судно проще, потому что действительно накладывается арест на требования в 12 тысяч евро, в 10 тысяч евро, и это не является препятствием. В России немного по-другому, и такая позиция поддерживается Верховным судом. Необходимо рассматривать требования об аресте как любое другое требование об обеспечении. Это значит, что оно должно пройти тест на обоснованность, на разумность, на относимость, и все те требования, которые предусматриваются процессуальным кодексом у нас для этого. И часто, когда требование несоразмерно основному иску, то есть, например, если у нас основной иск на 4000 евро, а задержание судна, которое стоит гораздо больше, суды часто рассматривают это как несоразмерное требование. Поэтому нужно обосновывать соразмерность и прикладывать дополнительные усилия, чтобы добиться ареста. То есть, если размер требований большой, то и смысла в аресте нет? Нет, я думаю, что смысл все-таки есть, просто необходимо при обращении в суд акцентировать внимание суда как раз-таки на то, что требование является разумным, обоснованным, что оно соразмерно, либо без ареста не будет фактической реальной возможности исполнить конечное решение. То есть это либо потому, что это офшорный должник, либо он не платежеспособен, либо судно является, как это часто бывает, его единственным имуществом. И если показать все эти факторы, то арест будет наложен.
А если вернуться к отечественной практике, лицу, имеющему морское требование, на что стоит обратить внимание при аресте судов в России? Обращать внимание, конечно, стоит и на международное законодательство, то есть это конвенция, но и обязательно на национальное процессуальное законодательство, в том числе и судебную практику, которая формируется на его основании. Потому что это важно, суды смотрят на другие суды и так или иначе принимают одинаковые решения. Для того, чтобы подойти тщательно и действительно добиться ареста, необходимо доказать, что требование соразмерно основному требованию, что оно обосновано и законно, что в нашем случае, если не будет наложен арест, то основное решение либо затруднительно будет исполнить, либо вообще невозможно будет исполнить. И если в комплексом доказательств у нас подтверждены данные факты, то арест вполне реален. Хорошо, допустим, судовладелец уже столкнулся с арестом судна. Особенно, если это арест за долги предыдущего владельца. Какие можно здесь дать рекомендации? Да, к сожалению, арест судна за долги предыдущего владельца – это вполне реальный риск. И часто это происходит либо потому, что суды вообще не хотят разбираться с тем, кто собственник судна, или им не имеет это процессуального значения, либо сам истец совершает ошибку и не успевает получить актуальную выписку из судового реестра и не знает настоящего собственника. Для того, чтобы наиболее эффективно и быстро освободить судно, конечно же, проще всего внести обеспечение встречное, чтобы арест был снят. Но далее, в зависимости уже от ситуации, нужно включаться в дело и арест оспаривать, доказывая, что он был необоснованный, несоразмерный, незаконный, в том числе по процессуальным как раз требованиям кодекса, которые предусмотрены для обеспечительных мер для всех, вне зависимости от того, арестовываемое судно или какое-то другое имущество, и показывать, что это не единственное имущество должника, что должник платежеспособен и без этих обеспечительных мер. То есть работать как раз вот именно в этом направлении. Ну и завершая наш сегодняшний диалог, хочется коснуться такой немаловажной темы, как сроки. Как быстро налагается, снимается арест? Арест в России налагается достаточно быстро. Это следующий рабочий день после обращения с заявлением. Для этого предусмотрены специально сокращенные процессуальные сроки. Определение об аресте вступает в свое действие в силу незамедлительно, и можно его получать, нести его в капитанию, относить судебным приставам, которые неотложно совершают исполнительные действия, то есть как раз-таки накладывают реальный арест на судно уже в порту. Снятие ареста производится в 5 рабочих дней, то есть тоже сокращенный срок предусмотрен. Наибольшее количество времени у нас уходит на подготовку, потому что сам арест совершается 2-4 рабочих дня, а подготовка все зависит от того, как быстро и оперативно готовы действовать стороны. Нам необходимо собрать документы, осуществить перевод и легализацию, обосновать свою позицию, то есть собрать доказательства. Все это занимает реальное время. Если наиболее оперативно разобраться вот именно с этой подготовительной частью, то тогда арест не занимает много времени. Хорошо, думаю, сегодня мы довольно-таки полно осветили тему ареста судов по морским требованиям. Если у наших подписчиков остались какие-то вопросы, то смело задавайте в комментарии, мы постараемся оперативно на них ответить. Ну, а на сегодня все, до новых встреч, до свидания.